Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем Араласе новостей. Много интересного сегодня у меня для вас, и если вы готовы, давайте начинать. Я люблю не только казахское, но и голливудское кино, хотя сейчас можно сказать, что большая часть голливудских блокбастеров снимается с помощью казахов. Ведь Жайдарбек Кунгужинов и его Nomad Stunts делают все самые крутые трюки в Голливуде. Но несмотря на это, и в Голливуде есть актеры, за которыми мне интересно наблюдать, за их игрой, за их актерским талантом. Так вот, один из таких легендарных актеров возвращается на большой экран. Я сейчас про Джонни Деппа, он же капитан Джек Воробей, или Эдвард Руки-ножницы. Это, наверное, его самые известные работы, хотя у него огромное количество самых разных серьезных ролей. Он трехкратный номинант премии «Оскар», 9-кратный номинант на премию «Золотой глобус», 2-кратный номинант на премию «Бафта» и номинант на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Так вот, Джонни Депп сыграет роль французского короля Людовика XV в новом фильме режиссера Май Вен. Название и сюжет пока что в секрете, но известно, что режиссер картины Май Вен тоже примет участие в съемках. Она сыграет графиню Жанну дю Барри, последнюю любовницу Людовика XV. Кстати, Май Вен Лебеско – французская актриса, режиссер и сценарист, известная как Май Вен. Ей 45 лет, и у нее очень интересная история жизни. Ее родители были связаны с актерской профессией, и она также стала актрисой с самых ранних лет. Кроме этого, в ее жизни есть момент близких отношений с Люком Бессоном. Она, кстати, сыграла в его блокбастерах «Леон» и «Пятый элемент». Несколько картин были довольно успешными, но и в 2015 году актриса Эммануэль Берко была признана лучшей актрисой на Каннском кинофестивале за роль Тони в фильме «Май Вен, мой король». Похоже, Джонни Депп не просто хочет вернуться в кино, а хочет вернуться и сразу попасть на Каннский фестиваль. В общем, удачи ему в этом. Чудеса науки и техники происходят в Великобритании. Робот-пылесос, работавший в одном из отелей Кембриджа, сбежал с работы и тем самым стал звездой интернета и попал на страницы газеты Daily Mail. Резонанс разошелся благодаря Твиттеру. Сегодня у нас сбежал один из наших новых роботов-пылесосов. Обычно они останавливаются у порога, но этот решил сбежать. Так написал помощник менеджера отеля с роботами-пылесосами. Кстати, вы же, наверное, в курсе про неподражаемый британский юмор. Так вот, в комментариях к посту можно было прочитать слова напутствия и поддержки к беглецу и пожелания счастливой свободной жизни. А вообще удивительно, насколько сейчас быстро развиваются технологии. И у нас уже нет удивления, когда мы видим такие поступки роботов, что раньше было просто фантастикой. Сейчас мы с умилением следим за искусственным разумом, как за маленькими детьми, и радуемся каждым необычным и милым проявлением человеческих качеств. Но главное в этой новости то, что Twitter действительно оказывается настоящий живой организм, который реагирует на все, что происходит в мире. И, видимо, именно поэтому Billboard, в чарте которого как раз находится Димаш, выбрал Twitter для того, чтобы отслеживать тренды в музыкальном мире. Кстати, вчера мы подробно обсудили тему успехов Димаша в американских чартах с прекрасной Ксенией из фандома Феникс. И вы тоже можете посмотреть нашу беседу, если перейдете по ссылке в описании. Кстати, персонал отеля обнаружил Колобка 21 века только на следующий день, недалеко от отеля. И затем блудный сын вернулся в семью роботов-пылесосов живым и здоровым. Мы уже рассказывали вам, друзья, про наших любимых дамбристов, которые покорили Америку, Англию, а теперь они направились в Европу и покорили еще и Испанию. Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз победили в нации «Инструментальная музыка» на конкурсе Music Box International Contest. В номинации принимали участие инструменталисты из 36 стран. Казахстанцам удалось завоевать наивысший балл. В качестве приза музыканты получили поездку в мае на оффлайн-фестиваль в Испании за счет организаторов, а также индивидуальный мастер-класс с известными музыкальными экспертами. Свою концертную деятельность Темирлан и Ернат начали еще в стенах родного университета. Вместе со своим ректором Айман Мусахаджаевой они объездили всю Европу. Популярность обрели после совместных выступлений с Димашем Кудайбергеном на конкурсе I'm Singer. И я их, кстати, видел во время припати перед концертом Димаша в Астане в 2019 году. И они оставили очень приятное впечатление. Скромные, хорошие ребята, профессионалы своего дела. И настоящие казахи. Кстати, хочу добавить, что в Европе есть и другие интересные конкурсы. Например, Евровидение. В этом году, который пройдет в Италии, в Турине. И пройдет с участием 41 страны. Я вот подумал, было бы круто, если бы ребята сразу бы и в Италию заехали. Ведь первый и второй полуфиналы состоятся 10-12 мая, а финал 14 мая. Я знаю, что Казахстан на детском Евровидении представлен, а вот на взрослом не принимает участие. Но это было бы круто, если бы европейцы могли услышать волшебные звуки домбры. Конечно, нужно, чтобы для этого была песня, но в Казахстане же столько невероятных вокалистов, а сколько авторов песен. И, наверное, будут и те, кто скажет, что Евровидение уже не то. Но все равно, мне кажется, это было бы круто. Хотя что-то я размечтался. В любом случае, поздравляю Темирлана и Ерната. Вы крутые.
Друзья, на сегодня пока что все. До встречи на канале Эхо Питера и завтра на Алга Петербурга, может быть и сегодня. В любом случае буду рад нашей встрече. Пока!